Друзья, всем привет! Сегодня у нас на повестке дня Chevrolet Camaro. И, к сожалению, после еще одного сезона у нас окончательно пал мотор. А именно, видимо, головы. Что-то подсказывает, да, что случилось с фазами двигателя. Скорее всего, износился вал. Ну и как бы этот мотор 5.7, 350 small block для пони или маслкара немного как-то слабовато по нашим ощущениям. Поэтому мы заказали комплект, на него увеличение мощности от Delbrock, головки, вал, карбюратор и карбюратор. Да. Модернизируем топливную систему, охлаждение, и должно получиться по оценкам самих производителей Delbrock 400 сил на стенде. Проверим. А сейчас нам нужно достать мотор с коробкой, чтобы полностью все разобрать, обслужить мотор, посмотреть состояние коробки, вскрыть фрикционы, проверить. И что можно сказать, за работу? Поехали. The hate, no, listen to my fate, yo, destined to be great, yo, and we gon' make it all the way, we don't care what they all will say, listen to the hate, no, listen to my fate, yo, yeah, we like to go hard. Итак, мы демонтировали систему охлаждения, осталось отсоединить патрубки, немного проводов, и можно будет доставать мотор. Сняв капот и охлаждение, мы увеличили себе же для удобства зону, для того, чтобы было возможно просто достать мотор. То есть он тянется на себя и наверх. Здесь достаточно большое расстояние, поэтому хватит вытянуть почти всю коробку, не поднимая особо сильно мотор. Начинаем протягивать трос, чтобы закрепить его на гуся и начать извлекать мотор. Стоп. В общем, прошло 1,5 часа, и мотор изъят из машины. Вот он, небольшой small block 5.7, 350. В принципе, не самое сложное, наверное, было доставать мотор по сравнению с остальными машинами. И ничего нового, и ничего экстра сложного. Снять пришлось выхлоп, открутить, дополнительно опоры коробки, и по сути как бы мотор при поднятии наверх сам выплывает на нас наружу. Повторюсь, проблема в том, что мотор делали много раз, меняли толкатели, меняли рокера, но спустя некоторое время, 100-200 километров, возвращались опять проблемы, потери мощности, странные звуки. Соответственно, немного подумав, мы пришли к мнению, что у этого мотора просто износился вал, и поэтому каждая замена рокеров и толкателей дает результат лишь на время. Сейчас нужно полностью разобрать мотор и продиагностировать вал. Забегая вперед, мы уже заказали на этот мотор комплект тюнячки, тюненные головы от Delbrock, впуск, карбюратор, вал, звездочки и цепь. Соответственно, также есть новая помпа, и поменяем топливный насос с механического на электронный.
fucking Back when I was younger, told them, bitch, I'll make it bet. Yeah, 30 million streams, now as humble as it gets. I satisfy the soul, every goal I ever set in mind. Me, they out here plotting, but they know what to expect. Now, bars, candy bars, sugar-coated calories. Eating up this garbage, y'all peoples must have some cavities. Never shed a tear as I'm tearing up these tragedies. Your drama squad, digging up some graves for the casual. I ain't never give a single fuck about another. Only my brothers, only my moms, you're only my vets, you're only my fans, you're all of my bets, you're only my bitch, you're all of my wrecks. You're ones they know about, I'm about text. Life on check, what you know about that? Never holding up back when I write my tracks. Now we some renegades, fucking up the game. Сняли вкладыши с мотора, и, к сожалению, состояние их оставляет желать лучшего. Это 100% под замену, поскольку очень сильная риска и очень сильный износ. Неизвестно, когда их меняли ли их вообще. Их меняли, но сколько мотор проехал на новых, непонятно. Может быть год, может быть 2. Но это обязательно нужно будет заказать и поменять. Едем дальше, посмотрим, в каком состоянии остальные. И главное посмотреть вкладыши на колени. Но я думаю, они тоже в таком состоянии, их придется менять. В общем, после полного разбора мотора, после снятия поршней, обнаружилась страшная вещь. На коленчатом вале огромный кратер. И причем не только кратер, а еще и засечки. Такое ощущение, как будто сюда вообще что-то попало. Ну, может быть, конечно, протерло при перегреве или при отливе масла, когда его было мало. Но с таким кратером дальнейшая эксплуатация невозможна. Поэтому завтра я его повезу на проточку. Ну, для начала его замерить нужно. Возможно, его уже некуда точить, его просто придется поменять. А сейчас мы снимем замеры. И если как бы там еще ремонтопригоден он, его проточат, ну и подберутся более толстые вкладыши, естественно. Соответственно, по возвращению мы уже будем иметь полный комплект запчастей тюнячих на него, и все это начнем собирать. Коробка, кстати, да, TH350, она тоже отправится на переборку, ну, дабы просто ускорить. Ее нужно, у нее никаких проблем не было, ее нужно просто обслужить, заменить фрикционы, почистить и все сальники и уплотнители поменять. И все это собираем, засовываем в машину и едем тестировать. Соответственно, вот эта вся поршневая группа, снятая с мотора, и вот этот злосчастный второй. Посмотрите на состояние вкладыша. Ужасное состояние, туда явно что-то попадало. Либо было масляное голодание, либо был перегрев. И я думаю, это было все сразу вместе на этом моторе. Ну, это 100% замена. И хорошо, что я разобрал эту машину и этот мотор сейчас. Поэтому мы без промедления решили отвезти мотор специалистам. Я его замерил, выяснилось, что он уже в 3-м ремонтном размере по поршневой группе, по цилиндрам. Их надо проточить до следующего. Поршня уже заказаны, они уже летят в Москву. Поршни, кольца, шатуны мы оставляем родные, поскольку они в нормальном состоянии. И также вопрос по коленвалу. Коленвал замерили, он там, по-моему, в 4-м размере ремонтном уже вместе с блоком и вкладышами. Ну и, соответственно, заказаны новые вкладыши и проточим коленвал. В нашей мастерской нет такого оборудования, да, оно нам по сути не нужно, поскольку мы не имеем таких объемов двигателей, чтобы закупать это оборудование, ставить и обучать персонал для работы. Мы обратимся к специалистам, которые знают толк в своем деле. Мотор мы отдали к нашим друзьям в Хон Сервис. Это лучшие специалисты по проточке, расточке, шлифовке моторов. И сейчас мы идем внутрь, чтобы забрать наш мотор.
Ну все, мотор наконец-то в нашей мастерской, и теперь можно продолжить сборку. Главное, здесь стоят головы, новая поршневая группа, новые вкладыши, новые толкатели, новые рокера, новые механизмы клапанов и сами клапана. Все настроено и отрегулировано. Дальше я буду ставить впускной коллектор, крышки, свечи, выпускной коллектор, поставлю новые опоры мотора. Также установлю новую помпу, новый масляный насос, крышку поддона, и после этого надо будет мотор срастить с коробкой и установить в автомобиль. Я установил крышку, покрасил ее, и следующий этап я буду ставить впускной коллектор. Впускной коллектор тоже от Edelbrock. Сначала его нужно примерить и посмотреть, чтобы зазоры были в порядке, чтобы везде плотно прилегал. Затем снимаем его, устанавливаем прокладки от Edelbrock с рассчитанной толщиной, но предварительно их нужно промазать силиконом для большей герметичности, особенно вокруг водяных рубашек. Теперь пришло время поставить поддон двигателя, и для этого я использую крутые прокладки Field-Pro One Piece, так называемые. Они не как обычные стоковые пробковые из 4 кусочков, они единые, поэтому они не текут и отлично встают. Также в комплекте идут новые шайбочки, новые болты поддона и специальные фиксирующие направляющие. В общем, финальные штрихи по сборке мотора: установлено зажигание, установлен карбюратор, помпа, клапанные крышки. Далее мотор нужно снять и поставить коробку, поставить выхлоп, и можно будет ставить его в машину. Но прежде я дал Диме задание поставить новый алюминиевый радиатор спереди, который мы сейчас поставим.
общем, машина просела под тяжестью мотора, и гуся я не смогу сейчас вытянуть, нужно домкратить машину. Но не суть. Мы закончили установку мотора, блок внутри, все встало на свои места, поставили опоры, закрепили. И дальше мы будем собирать всю навеску, а также мы обратили внимание, что выхлоп не очень корректно сварен. Надо будет выровнять плоскость, обварить фланец и только после этого уже его ставить. Затем мы соберем все остальное, подключим проводку, проложим новую косу и будем пытаться завести машину. На этом мы прервемся. Нам нужен небольшой тайм-аут для того, чтобы дозаказать всякую мелочевку на мотор и на машину перед окончательным пуском. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы успели снять мотор, перебрать его, собрать, поставить обратно. В следующем выпуске мы обязательно поедем на тест-драйв и заедем на Dino стенд, чтобы посмотреть, сколько на самом деле выдаст этот мотор. Производителям было заявлено, что он выдаст 420 сил. Так ли это, вы узнаете скоро. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики. До скорых встреч!